У меня есть замечательная собака Джеки. Он даже знает команды. Да, Джеки? Дай лапу. Молодец. Сидеть, Джеки. Молодец. Смотрите, он просто гений. Лежать. Молодец, Джеки. Джеки, место. Место. Да, ребят, так вышло, что место у Джеки это его клетка. Да, я злодей, и я держу свою собаку в клетке. Ну, на самом деле, конечно же, нет. Мне это посоветовали сделать кинологи. На самом деле, Джеки очень любит эту клетку, это его некий домик. И она всегда открыта, но тем не менее, он достаточно часто там проводит время. Например, сейчас на улице 5 часов утра, все спят. И Джеки спит именно в клетке, простите. Получается, что я не злодей. Но все-таки, зачем мне эта клетка? Вы скоро поймете. Ну а пока что, мы закрываем клетку. Я думаю, у всех есть рюкзак. Иногда в свой рюкзак я могу положить какую-то еду. Самсу, там, шаурму или еще что-то. Но у меня под рукой вот есть сосиска, я положу сюда сосиску. Оставлю вот только вот небольшую дырочку. И как вы понимаете, Джеки ни в коем случае нельзя лезть в рюкзак. Ну, поверьте мне, скорее всего, у меня уже была такая ситуация в жизни. Пойдемте дальше. Это... кровать. Джеки сюда тоже нельзя залезать, потому что от него постоянно остается много шерсти. Но почему-то раньше, когда у меня не было клетки, диван и кровать постоянно были в шерсти, хотя Джеки на него никогда не залезал. Странно. Также собакам нельзя ни в коем случае залезать на этот диван. Вход на кухню собакам строго запрещен, не говоря уже о столе, на котором мы едим. Я открою для него вот эту дверку. Здесь находится мусор. Мы его хорошо подготовили и не выбрасывали 1,5 дня, чтобы он хорошо пах, и Джеки обязательно почувствовал, что туда нужно залезть. Но залезет ли он туда? Я на всякий случай оставлю это открытым. Я не видел ситуации, когда при мне прям лично Джеки пил из унитаза, но мне говорили, что иногда за чем-то подобным его замечали. Но вдруг он захочет попить. Так, это шкафчик, в котором, собственно, есть всякие лакомства для Джеки и пачка корма. Она весьма большая. Я надеюсь, Джеки не додумается все это сожрать, потому что здесь 1,5 килограмма корма. Это много. Еще я сюда оставлю пару мусорных пакетов, потому что были случаи, когда я уходил из дома, забыв их с собой взять, чтобы выкинуть. Приходил и такой: Джеки молодец! Потом брал веник и все подметал. Ну и напоследок самое интересное. Представим, что вы приготовили самый вкусный мясной пирог и оставили его на столе. Само собой, вы не будете есть его сразу. Ему нужно остыть. Также у меня периодически на этом столе могут оказаться какие-то вкусности. В этот раз это будут сосиски. А теперь мы все это оставляем на кухне и уходим. И, кстати, Джеки это не единственное животное, которое останется в квартире. Тут будет еще присутствовать еще одна собака, Мачо, моя кошка Фея и кот Париж. В этом видеоролике мы использовали более 16 камер. Это в действительности один из самых сложных видеороликов, которые мы делали. Потому что уследить за животными в разных комнатах это просто невероятно сложно. Учитывая то, что их 4. Показываю вам кадр из будущего. Это все выглядит на монтаже. 16, черт возьми, камер. Как, Леха, монтаж? Ну, комп его не вывозит. Это очень тяжело на самом деле. И мне, и ему. В общем, теперь, я думаю, ребят, вы понимаете, насколько этот ролик сложный. Я думаю, вполне будет нормальным. Мне даже не стыдно попросить набрать вас под этим видеороликом 400 тысяч лайков, потому что я думаю, это все-таки достойно. Ну и также подписывайтесь на наш канал, потому что мы очень сильно стараемся. И делаем это только ради вас. Ну а прямо сейчас мы расставляем все эти камеры по квартире.
Готово. Теперь нужны камеры наблюдения. Мы сделали вот такую вот установку. Она стоит дома и транслирует изображение в машину. Вот видите? Ребята там сидят и видят точно такую же картинку. Мы будем видеть абсолютно все участки квартиры. И будем видеть все, где животные накосячат. Фух. Ну а теперь представим, что я вот по каким-то делам своим ухожу из дома. Само собой беру планшет для видеонаблюдения. Ну а ребята меня ждут уже в машине. Ну а теперь давайте представим, что в один определенный момент по непонятным обстоятельствам клетка Джеки открылась. И теперь вся квартира в его распоряжении. На самом деле я думаю, что Джеки уже скорее всего начал там что-то жрать, но я еще даже не успел дойти до машины. Я знаю Джеки 5 лет, и я уверен в том, что сейчас произойдет. Очень сильно боюсь, что там будет все очень жестко и придется убирать квартиру. О, началось. Вы только посмотрите на это. Не прошло минуты с начала эксперимента, а он уже на кухне. Он нарушил важное правило. Так, он заходит на кухню. Он пошел воровать у кошки. Не, он проверяет в окне, Он далеко мы ушли или нет. Так, в первую очередь Джеки лезет в шкафчик, где у него находится еда. Опа. Так, сосисочки О. пахнут. Самое главное, что ему в принципе нельзя заходить на кухню. Он все еще в напряжении, смотри, на двери что-то ждет. Да, он как будто... Он ждет, пока мы вернемся. Представь, что собаки понимают, о чем мы говорили все утро, когда готовили видос. И он такой, они ждут от меня подставы, но я никогда не спалюсь. Так, это удивительно. Уже минут 5, Джеки просто не видно на камерах, и скорее всего он просто ждет, как порядочная собака. Что это? Просто приседает. Я дико извиняюсь, ребят, что прерываю вас среди просмотра этого замечательного, веселого и интересного видеоролика, но у меня для вас действительно очень важная информация, которую ждали все, наверное, на протяжении полугода. Тема касается конкретно вот этого, то, что произошло 27 декабря. Я не показывал никогда этого вообще никому, но сейчас наступил тот момент, когда, в принципе, все подутихло, хайп этой темы закрыт полностью, и никто ее вообще никак не обсуждает. Поэтому я решил все-таки поделиться этой ситуацией с вами. На самом деле, вот это происшествие для меня, оно очень важное, и мне очень сильно хотелось бы с вами им поделиться, чтобы вы действительно понимали, насколько профессия, которой я занимаюсь, она опасно и что вообще происходит. И я не хочу просто выкладывать этот видеоролик на 15 секунд с конкретно взрывом. Если вкратце, хочу поделиться своей личной жизнью насчет того, что произошло, вообще, что было на протяжении вот этого полугодия. И я прекрасно понимаю, что этот контент интересен не всем, а только той аудитории, которая действительно интересуется мной, моей личной жизнью, закадровой жизнью. Ролик идти будет минут 20, наверное, и там будет и взрыв, и изменение моей руки за все эти месяца. Ролик выйдет в течение 2 дней, потому что его еще нужно смонтировать. Вот так вот. И, кстати говоря, та травма, которая со мной произошла, это не единственная травма. Мы планируем с ребятами в течение недели и выложить еще несколько видеороликов с рассказом об этом. Так что, если вам это интересно, вы можете переходить в Телеграм. Время, в течение которого это выйдет, я вам обозначил. Вот. Ну а теперь мы возвращаемся к позитиву. Собаки, кошки дома пакостят. Поехали те.
самом деле наблюдать за всем, что происходит у меня в квартире, интересно даже тогда, когда эти собаки ничего не делают, потому что безумно интересно посмотреть, типа, что вообще они делают, что у них в голове. И самое для меня удивительное, это то, что собаки большую часть времени проводят у двери. Значит, каким бы косячным Джеки ни был, он все-таки любит меня и ждет, когда я вернусь. Какой хороший пес. Опа, он зашел на место. Я буду угорать, если он сейчас вернется на место и будет сидеть ждать. Он залезает мне в рюкзак! Какого черта он это делает? У меня была такая ситуация уже один раз. Он мне сгрыз паспорт. Смотри, смотри. Он прям активно что-то там ищет. Вот ты козел. То есть, если там все-таки пахнет слегка едой, то все. Это, конечно, катастрофа. Так, в рюкзаке он, походу, уже все. Что же здесь есть еще? Так, проверил упорсы. Да. Он чисто ходит, проверяет по квартире, есть ли что вообще. Последний раз Джеки разгрызал мусорку примерно полгода назад. Возможно, там кто-то ходит на лестничной площадке, какой-то сосед. Рюкзак. Он опять вернулся к рюкзаку. На самом деле очень видно, что он все это время находится в поисках того, что можно взять халявного. Мусорка недостаточно халявная, потому что я много раз на него ругался. Смотри, он из-за обзора камеры уводит, чтобы не спалили. И выглядит так, как будто он сейчас не сосиски грызет вообще. Джеки плохой! Джеки, что ты делаешь? Это мой... Я, конечно, понимаю, что это постановочный рюкзак, но это мог быть мой рюкзак! Он муку грызет. Мы оставили муку в рюкзаке. Ну блин, это же просто мука, там это порошок белый, безвкусный, беззапашистый. Почему он жрет его? Там же сосиски рядом лежат, правильно? Он их уже съел. А, ну тогда другое дело. Да, ребят, Джеки немного пакостит. Но я думаю, это не самый худший вариант домашнего питомца, который мог бы быть. К примеру, представьте, что мы жили бы несколько миллионов лет назад. Я очень рад, что мы живем не одновременно с динозаврами, потому что это капец. Но согласитесь, узнать что-то про динозавров всегда интересно. И прямо сейчас я вам расскажу о новой, крутой познавательной акции от Пятерочки. Завры. Благодаря этой акции вы сможете собрать коллекцию завров Jurassic World. В эту коллекцию входит аж 20 динозавров. Давайте вместе посмотрим на некоторых из них. Например, анкилозавр. Это бронированная машина с булавой на хвосте. Но при всем своем угрожающем виде он был травоядным. Один из самых интересных экземпляров это, конечно же, мозазавр. Он был гигантским подводным ящером длиной аж 22 метра. Чтобы вы понимали, это как 7-этажный дом. Ну и конечно, как мы можем обойтись без короля всех динозавров? Тираннозавра Рекса. Это был 5-метровый, 8-тонный хищник. И он по праву состоял на самой вершине пищевой цепочки. Приятный бонус. Все игрушки коллекции имеют присоски, и они могут клеиться к поверхности. Собрать всю коллекцию вы сможете, совершая покупки в Пятерочке от 555 рублей. Также в продаже будет альбом для хранения всей коллекции и плюшевые игрушки-динозавры. Обязательно, ребят, переходите на сайт акции и коллекционируйте завров вместе со мной. Я считаю, что это реально прикольная штука, мне она нравится. А мы переходим к сегодняшнему эксперименту, к разрушению моей квартиры.
Возвращаемся в машину. Муку собакам ни в коем случае нельзя есть. Она может случайно попасть в дыхательные пути. Поэтому мы решили убрать ее и снова оставить животных одних. Фея так смотрит на перо. Какого черта? Кошка в наглую нюхает пирог. Я надеюсь, это просто понюхает и все. Понюхай, пожалуйста. И все, пожалуйста. Она думает съесть первую. Почему? Она начала. Фу. Я уже начал сомневаться в своей кошке. Ну да, даже не надкусила. Просто понюхала. Кошка не стала есть пирог. Опа! Давай, ты должен это сделать. Мне интересно, сколько раз он пройдет мимо этой мусорки, понюхает ее, и на какой раз он все-таки решится это сделать. Потому что разгрызть мусорку для Джеки это обычное дело. Он полез в мусорку, какого черта? Вот как это происходит. Ля ты О, Как это мерзко. Он что-то туда встал. Козел. Мне как бы и радостно за то, что он все-таки все это делает, и я вам показываю, как это происходит, но в тот же момент я понимаю, что от всего того, что я вижу сейчас, до этого я очень сильно огорчался. Теперь вы понимаете, почему я купил эту чертову клетку. Да, я, конечно, понимаю, что обычно-то шкафы я не открытыми не держал. Но, тем не менее, я должен был всегда контролировать то, чтобы ничего нигде не осталось. Он решил нам показать, как он это будет делать. У меня, если честно, горит задница прям нормальная. Сейчас мы будем наблюдать реакцию, как в дом зайдет человек. Стыдно. Да. Вы только посмотрите на эту морду, а. Смотрите, как у него опущены уши. Он такой, блин, простите. Морду принижает так. Обычно у него другой взгляд. Он стоит, дожевывает. вот у Мачо искренняя радость, потому что он не пакость, а Джеки просто держится чуть-чуть в сторонке. Он просто лег на пол. После посещения квартиры животные слегка успокоились, не происходило ничего необычного. Но в один момент мы заметили кое-что очень странное в Мачо. Иногда я думаю, что эти существа намного умнее, чем нам кажется. Например, вот тут Мачо заметил камеру, которая стояла в проходе. Подошел к ней, вроде бы просто понюхать и облизать, но как вдруг... Именно в этот момент камера выключилась. Больше у нас нет к ней доступа. Времени проходило все больше и больше. Джеки нигде не было. Зато Мачо пролежал все это время на диване и на кровати. Но спустя 10 минут мы все-таки увидели Джеки. Оказалось, что все это время он снова лежал у входа. Но затем он встал и куда-то пошел. Опа! Джеки резко проголодался и решил запрыгнуть. Подожди, а где сосиски? Что? Когда мы Когда? Когда мы тут?
Почему-то мы не увидели, что кто-то съел сосиски. И сейчас мы посмотрим повтор, кто же это сделал. Так выглядывает из-за угла. Я с тобой. А, нет, там, скорее всего, кто-то на площадке. Я думаю, если бы мы это снимали ночью, когда абсолютная тишина. Если сейчас кто-нибудь зайдет в мою квартиру и нас ограбит, вот это я буду удивлен. Получается, также собаки очень часто лают на различные звуковые провокации, которые происходят на лестничной клетке. Бедные мои соседи, наверное, это часто происходит. Мне кажется, Джеки смотрит в зеркало и гавкает. Да. Они смотрят в камеру, там стоит ноутбук для трансляции, и они гавкают на него. Когда мы поняли, что собаки нас слышат, я решил с ними немного поболтать. Эй, гайс! Уважаемые собаки! Тихо, собаки! Они замерли. Тихо, Джеки! Тихо, мачо! Это так угарно, честное слово. Бля, Джеки пошел Туда туда. место пошел. Джеки, на место. Когда Джеки услышал меня через динамики, он начал искать меня на балконе. И при этом он очень сильно нервничал. О, камеру рассматривает. Мне кажется, Джеки все заподозрил. Он такой: все это время вы за мной наблюдали? Такое ощущение, как будто Мачо до сих пор за ним наблюдает. Если посмотреть, как он на диванчике сидит, Да, внимательно да, смотрит. так и есть, он, смотри, Он прям отражение. наблюдает, да. Он прям сюда смотрит. Интерактивчик для собак. Мы смотрим на них, Они они смотрят на нас. Нам нужно выключить эту камеру и чуть-чуть все поменять. Так, давай, ну подойди. Ну ты же посмотрел на него, давай, давай. Он это... Но! Он... Он ест пирог, который я сделал! Какого черта? Он так смачно это делает. Съел только мясо. Он просто услышал какой-то звук. Аккуратненько за собой все подбил. Я буду очень смеяться, если он оставит тебе вот это тесто, знаешь, без начинки. Так. Мне кажется, он испытывает муки совести. Мне тоже так показалось. А Мачо просто сидит, смотрит. Что он делает? Залезьте уже на стол. Так аккуратно все это делает. Я уверен, этот пирог был очень вкусным. Был. Сейчас он возьмет его полностью и уронит на пол. Какой же ты козел. Опа. Нет, не оставит. Я думаю, на самом деле, он ждал того времени, чтобы убедиться, что я не вернусь минут через 5. Он хочет его полностью съесть, чтобы когда я заходил, я такой: о, пустая тарелка. А пирога-то и не было. Смотри, как он идет. Ну, Мачо собака поменьше, как бы, и пирога ей нужно поменьше. Он просто погрыз остатки. И он тоже, черт возьми, зашел на кухню. Им нельзя заходить на кухню. А теперь, как добропорядочная собака, он просто ляжет рядом с дверью. И попьет из унитаза. А теперь Джеки решил попить из унитаза. Здорово.
А потом я прихожу домой, и Джеки начинает меня облизывать. Здорово! Джеки распорядок дня строго соблюдает. Поел, попил достаточное количество воды и что дальше? Он опять подошел на кухню. Вдруг Вдруг что-нибудь там да появилось новое. так, проверил у кошки. Он делает это. Я надеюсь, Джеки не додумается все это сожрать, потому что здесь 1,5 килограмма корма. Это много. Хорошо, что я додумался оставить всего лишь маленькую упаковочку. Серьезно, какой же все-таки пакостливый Джеки. Если дать ему полную волю, то он будет вести себя просто как зверь. Нет, он Он доедает все до малейшего кусочка. Что? В это трудно поверить, но Джеки, даже когда меня нет дома, он спокойно зашел в свою клетку и сидит там и ждет. Напакостил он, конечно, уже достаточно, очень много, но, по всей видимости, на этом он закончил сегодня. Ну что, мистер, кто это все наделал? Кто это сделал, Джеки? Это был пранк над тобой, ты понимаешь? Все я сегодня видел. Ему безумно стыдно. Вон, смотрите, как он уши пожал. Конечно, я не могу на него злиться, я не могу его ругать за все это. Это вот такая вот у меня собака. Я много пытался разбираться насчет него с кинологами, пытался по-разному избегать всех этих проблем, но это невозможно. Самое лучшее решение за всю мою жизнь с ним, это была вот эта клетка. Но я пытаюсь часто его не закрывать и надолго пытаюсь его не закрывать. Я пытаюсь лишь закрывать его тогда, когда я ухожу из дома. Ох. Вот теперь вы все это видели, и представьте, каково мне было жить все эти 5 лет с Джеки. Это просто невероятный чудо-кот, смотрите, что он делает. Он полностью сгреб покрывало, чтобы сделать для себя вот такое вот лежбище. Полезь. Кайф. Мяу. Все животные, с которыми я живу, это просто какой-то прикол. У них у всех свои особенности, это удивительно. Спасибо вам за просмотр, спасибо за то, что вы поставили лайк, спасибо за то, что вы подписались на канал. Мы с командой реально стараемся для вас создавать какие-то самые невероятные, крутые видеоролики с невероятными идеями. Я уверен, что то, что мы сегодня вам показали и сделали, не делал ни один из блогеров. А мы сделали. Всем пока!